Никто не мог представить, что эти двое, Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук, когда-то юные стажеры с большими мечтами, станут одной из самых крепких пар в мире. Они не были парой в привычном смысле этого слова. Они были двумя мирами, пересекшимися в пространстве, невидимом для большинства. Впервые они встретились, когда оба еще пытались понять, что значит быть айдолами. Среди холодных ночей в общежитии, где свет был выключен, но разговоры не прекращались, это маленькое семя начало прорастать. Но это была не мгновенная любовь или пламенный роман. То, что выросло, было чувством спокойствия, утешением, которое они не могли найти ни в ком, кроме друг друга. «Ты как инструментальная песня», — сказал Тэ-хён однажды вечером, когда они сидели у окна, глядя на звездное сеульское небо. Это было спокойно, глубоко, и мне не требовались слова, чтобы понять. Годами между ними не было никаких официальных заявлений, никаких признаний, как в кино. Но потому, как Чин-гук смотрел, как Тэ-хён спит в репетиционной комнате, или потому, как Тэ-хён ждал, пока Чин-гук закончит запись, хотя было уже за полночь, их любовь была ощутима. Они так и не отметили свою годовщину. Но у них был свой особенный день. День, когда они впервые выскользнули из общежития, сели в небольшом парке у реки Хан и рассказали друг другу о мечтах, которыми никогда не делились перед камерой. «Если однажды мы больше не сможем петь?» – тихо спросил Чин-гук. Тэ-хён не ответил сразу. Он просто взял Чин-гука за руку и сказал: «Мы все еще можем слушать друг друга». Бывали моменты, когда их близость становилась предметом домыслов. Старые фотографии, видео закулисных взаимодействий или концертные кадры – все это становилось публичной загадкой. Но они никогда не подтверждали это, но и не отрицали. Потому что для них внешний мир не был судьей, были ли их чувства искренними или нет. «Наша любовь – не секрет», – написал Тэ-хён в одном из своих личных дневников. «Мы просто никогда не чувствовали необходимости объяснять это». Они хранили все это в форме, которую нельзя было выложить в соцсети, рукописные записки на обложках альбомов, теплые кофейные чашки, тайком купленные во время репетиций, или голосовые сообщения, отправленные из разных стран. Им не нужны были широкие жесты. Им не нужны были дорогие кольца. Им нужно было лишь знать, что, когда мир отгораживает их, есть место, где они могут поговорить только вдвоем. Мало кто знает, что у Тэ-хёна и Чин-гука была секретная комната, небольшая комната в их старой студии. За старым деревянным шкафом была секретная дверь, ведущая в пространство без камер. Там они хранили заметки, рисунки и нацарапанные тексты песен, которые могли прочитать только они. Одна стена была увешана маленькими стикерами, которые можно было прочитать, только присмотревшись. «Сегодня ты слишком устал. Но все равно улыбаешься. Я горжусь тобой. Если бы я мог стать песней, я бы хотел, чтобы ты ее спел. Ты приходишь домой в 2 часа ночи, но от тебя все еще пахнет лавандой». И на одном из стикеров было написано: «Если мир забудет, что мы когда-то любили друг друга, я не забуду». Была одна ночь, которую никто никогда не скрывал. В тот день Тэ-хён и Чин-гук намеренно отключили все уведомления. Они арендовали небольшую хижину в горах Канвандо, вдали от посторонних глаз. Никаких мобильных телефонов, никаких расписаний, только снег, костер и 2 сердца, которые наконец-то могли дышать полной грудью. В ту ночь Тэ-хён прочитал Чин-гуку стихотворение, которое он написал во время утомительного мирового турне. «Ты ветер, который я никогда не слышу, но всегда чувствую, когда я один. Ты дождь, которого я никогда не боюсь, потому что с тобой я не против промокнуть». Чин-гук долго обнимал его той ночью, ничего не говоря. И Тэ-хён знал, это было «я люблю тебя» на их самом честном языке. По сей день они оба предпочитают хранить свою историю как самый прекрасный секрет. Не потому, что им стыдно, а потому, что они знают,
есть любовь, которая не нуждается в публичных доказательствах. Тэхён все еще тайком фотографировал Чингука, пока Макне спал на студийном диване. Чингук все еще кладет любимую шоколадку Тэхёна в свою сумку, когда им приходится расставаться. Они все еще пишут друг другу, пусть теперь это только цифровые записки, которые никогда не отправляются, но читаются в сердце. И хотя мир продолжит вращаться, пусть время разделит концерты, альбомы или даже страны, они верят. Мы не принадлежим миру, но мы всегда принадлежим друг другу.